Всем привет! Сегодня буду заниматься вафельной флористикой. Как-то я уже делала вафельную розу, и сегодня будет несколько другой вариант цветов для оформления моего торта. Итак, начинаем делать цветы. Сегодня буду делать вот такой вот вариант цветов в раскрытом виде с тычинками. Такой вариант может подойти для цветков любых плодовых деревьев, то есть можно цветы яблони сделать, либо вишни. Также петунии можно тоже таким же способом делать, только окрашивать нужно будет по-другому. В общем, такие цветы могут стать отличным дополнением к любой вафельной композиции. То есть можно сделать большие цветы какие-нибудь, розы, либо пионы. И также в дополнение к ним сделать вот такие вот небольшие полевые цветочки, если их так можно назвать. То есть все будет зависеть от вашей фантазии, от окраса ваших лепестков. Для вафельной флористики я пользуюсь обычно вот всем, что у меня сейчас находится на столе. Это круглогубцы, плоскогубцы, это различные номера проволоки. Здесь у меня 30-я и 20-ка. 20-ку я использую для стеблей, 30-ку для тычинок. Темп-лента. Обычно самая ходовая — это зеленая темп-лента, но можно использовать и белую. У меня есть фиолетовые, красные, но они как бы не в ходу. Соответственно, для вафельных цветов нам нужна вафельная бумага. Тонкая вафельная бумага. Я ее покупаю в успешном кондитере. Я даже вот здесь покажу вам состав. То есть картофельный крахмал, вода и растительное масло. Больше ничто туда не входит. И также обращаю внимание на срок годности. У вафельной бумаги есть срок годности. Соответственно, срок годности ваших цветов будет такой же, как у вашей вафельной бумаги. Также мне еще потребуются ножницы и мастика. Здесь я уже накатала шарики для тычинок. И зеленая мастика мне нужна будет для того, чтобы сделать цветоложи. Склеивать и тонировать лепестки я буду водкой. Водку окрасила сухими красителями. Можно, в принципе, использовать любой краситель. Интенсивность цвета будет зависеть от окраса. То есть чем больше вы сюда будете добавлять красителя, тем ярче у вас будут лепестки. Это у меня для листочков зеленая. И мне еще нужен будет клей кондитерский. Сделала я его из КМЦ. Можно также использовать еще СМС. Это, в принципе, все одно и то же. И для начала сделаем тычинки. Для тычинок, как я уже говорила, я буду использовать номер 30 проволоку. Зеленую сразу возьму. Можно использовать и белую. Но только потом ее темп-лентой перекрутить, то есть закрыть ножку у тычинки. Окунаем проволоку в клей и вставляем мастику. Все, даем подсохнуть немного. Таких тычинок вы можете сделать сколько угодно, они вам всегда пригодятся. Собираем все тычинки и темп-лентой перекручиваем. Темп-ленту я обычно разрезаю на 3 части, то есть по всей ширине, потому что очень толстый получается иначе стебель. Верхушку тычинки можно сделать и каплевидной формы, подлиннее, покороче, смотря какой цветок вы делаете. Все, убираем пока. Для лепестков мне необходимо вот таких вот прямоугольников, 5 штук. У меня будет 5 лепестков. Вырезать я буду не по шаблону, а произвольно. Если вы делаете лютик или пион, тогда лучше использовать шаблоны. Но я в большинстве случаев делаю вот все произвольно, вырезаю все на глаз. Так, теперь, если в случае с розой мы делали один разрез посередине, и тогда у нас получился, то есть в сторону бутона у нас закручивался лепесток, то здесь мы делаем 2 разреза небольших, не до середины лепестка. 2 одинаковых вот таких вот разреза по низу лепестка. Если у вас подразумевается, что цветок будет белый, то мы берем неокрашенную водку. Обязательно водку. Вода не подойдет, так как у вас растает полностью бумага. Водка, она быстрее испаряется и не оставляет никаких следов. Так, теперь переворачиваю. Так, здесь у меня гладкая сторона, здесь у меня шершавая сторона. Шершавая сторона — это у меня будет обратная сторона моего лепестка. Вот. Я смачиваю серединку и приклеиваем. Так и так. Теперь с этой же стороны мы проходимся влажной кистью по верху лепестка. Слегка увлажненная кисть должна быть. Не нужно перебарщивать с влагой, так как у вас свернется, все скрутится, то есть лепесточек вообще будет некрасивый и корявый. И если вам на начальном этапе кажется, что вы недостаточно увлажнили край лепестка, лучше не трогайте. Дайте он немного вот подсушится и сам вот примет форму, которую ему нужно. Если хотите, можно немного даже помочь ему. И оставляем пока в покое.
ту сторону вафельной бумаги, которую мы увлажняем, по которой мы проходимся кистью, в эту сторону и будет заворачиваться ваш лепесток. Вот на этом примере я могу показать. Это уже подсохший лепесток. Сохнут они буквально в течение нескольких секунд. И, как я и говорила, принимают форму, которая мне необходима. То есть сильно перебарщивать с влагой не нужно. Видите, вполне такой красивый лепесточек получился. Теперь нам нужна зеленая мастика. Делаю такую, чуть такой цилиндр. И слегка его водкой также увлажняю. К нему мы будем присоединять все наши лепестки. Он у нас и будет играть роль цветоложа. Все, скрепляем. Можно и так оставить. Кстати, вот этот вот мастичный цилиндр, он и играет также роль у вас как бы ножки, на которой стоит у вас на креме, будет стоять у вас цветок. То есть мастику, которую я использую для обтяжки, она на креме, по крайней мере на том, который я чаще всего использую, на творожном креме, она не течет. И обычно у меня вафельный цветок как раз вот соприкасается не сама вафельная бумага, а как раз мастичная основа соприкасается с кремом. Теперь, если необходимо, мы вставляем сюда пестик, тычинки. У меня вот будут только тычинки использоваться. И, кстати, я сейчас хотела их еще немного покрыть крашеной манкой, то есть как будто пыльца на них. Немного покроем водкой, то есть увлажним немного поверхность тычинок, чтобы пыльца пристала сразу к ним. Здесь тоже можно. И теперь в крашеную манку. Манку я также окрашиваю, как и сахар. Я как-то в одном из первых видео показывала. Просто капаем туда жидкий краситель или сухой краситель, разбавленный в водке либо в воде, и окрашиваем либо сахар, либо манку. Все, вот такие вот у нас получились тычинки. Теперь мы их вставляем в мастику и круглогубцами расправляем. С обратной стороны маленькими ножничками можно будет поправить здесь лепестки, чтобы они более аккуратно выглядели. То есть вот ждем, пока мастика засохнет, и все, ваш цветочек готов. Также можно здесь окрасить тонкой кистью, любым цветом, переходики всякие сделать. И будет очень красивый цветочек. Вот по этому же принципу я и делала вот эти цветы. Но, как видите, вот здесь вот я сильнее увлажняла края, и они у меня вот так вот завелись. Мне кажется, очень красивый цветок получился. Он даже может использоваться как самостоятельный цветок на торте, без каких-либо дополнений. Также еще сегодня хотела показать, как делается пион. Даже вот сделала заготовку для пиона. Это также все из мастики сделано. Но у меня, посмотрела, я почему-то думала, что у меня есть в наличии желтые или хотя бы белые вот такие вот искусственные тычинки, которые вот можно использовать для пионов. Но у меня вот тут в наличии только вот такие красные, декоративные какие-то, они не совсем подходят. Поэтому пишите в комментариях, нужны ли вот такие короткие тематические видео по вафельной флористике, так как я продолжаю экспериментировать. Сейчас в данном случае я еще с орхидеей экспериментирую, но пока я, наверное, не готова еще про нее снять. Должной информации не имею. А пион я уже делала, и он мне тоже нравится, как смотрится на торте. Воздушно, красиво. Он такой огромный цветок получается. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго.